Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и мой сегодняшний собеседник, главный редактор издания «Нефть и Капитал» Владимир Бобылев. Здравствуйте! Здравствуйте, Максим. В Приднестровье введен режим ЧП. Молдова заморозит регион. Стоит ли ожидать прошлогоднего сценария, который привел к отключению энергетики и отопления в жилых домах на территории Республики Приднестровье? Да, стоит. Ну, собственно говоря, а что еще там может произойти? Приднестровье давно является для Молдавии и для Румынии таким прям бельмом на глазу. Пророссийская непризнанная республика, которая изо всех сил старается сохранить себя. И, собственно, что с ней можно сделать, кроме как объявить ей какую-нибудь энергетическую блокаду, что Молдавия, в принципе, с успехом и делает. Тем более, что механизмы для этого существуют. Рука, что называется, набита. Это уже не первый раз, когда Молдавия объявляет чрезвычайную ситуацию в энергетике. Сейчас ситуация произошла из-за того, что Европа не дает перевести деньги, расплатиться за газ. В предыдущий раз ситуация эта сложилась из-за того, что банально не было газа, а в целом, собственно, причина только одна. Ну, фактически Молдавия и Европа стараются сделать так, чтобы газа в Приднестровье не было. Вообще эта история уходит корнями в глубокое прошлое, если можно так сказать. Конфликт у «Газпрома» и Молдавии происходит уже достаточно давно. Он сродни тому, что было на Украине. То есть, собственно, Украина и Молдавия в данном случае, ну, как-то несколько похожи. То есть пользоваться газом, брать его, платить за него немного денег, не в соответствии с договоренностями, потом не признавать долги и так далее. Ну, сейчас Молдове делать это легче, потому что у него появился сильный защитник в виде Европы и соседней Румынии, которая, похоже, есть такое ощущение, уже в принципе считает Молдавию, если уж не частью себя, то, по крайней мере, крайне к себе территориально и ментально близкой. Соответственно, поставки газа в Молдавию осуществлялись через Украину. С января этого года, как мы помним, поставки были прекращены. Украина прекратила транзит газа через свою территорию. Плюс ко всему, в декабре прошлого года «Газпром» объявил о том, что прекращает поставки Молдавии, потому что Молдавия изо всех сил не признавала долг перед «Газпромом» в размере 700 миллионов долларов, обратилась в Европейский суд. Ну, Европейский суд совершенно удивительно признал отсутствие этого долга. Ну и таким образом, собственно, коммерческие отношения «Газпрома» с Молдавией закончились. Плюс ко всему, управление поставками и закупками газа Молдавия забрала у газпромовской дочки Молдова газ и передала компании «Энергоком», которая стала закупать газ в Румынии, а также в Венгрии, ну, собственно говоря, где можно купить, и поставлять в Молдавию. А вообще, в принципе, Молдавия начала отказываться от поставок российского газа, начиная с 2022 года. И в конце концов вот довела ситуацию до того, что российский газ в Молдавию не поставляется. Он поставляется в Приднестровье, вернее, поставлялся до прекращения украинского транзита, а сейчас Приднестровье снабжается газом через Венгрию. Россия, соответственно, эти поставки оплачивает. Сейчас вот возникли проблемы с тем, что Европа не дает оплатить эти поставки. Причем Европа не просто не дает оплатить эти поставки, она еще всячески предлагает Молдавии свою помощь. То есть во время этого кризиса в январе Молдавия, ну, вернее, Европа через Молдавию дала газ Приднестровью в долг. Соответственно, долги эти были оплачены Россией. Потом ЕС предоставил Приднестровью кредит на 30 миллионов. Собственно, насколько я помню, Приднестровье с ним расплатилось. Дальше Европа предлагала 60, Приднестровье отказалось, потому что понимает, что не может обслуживать эти предоставленные средства.
То есть со всех сторон Приднестровье обкладывается различными способами. То есть возьмите у нас денег. Ах, вы не хотите? Ну, тогда вы не сможете заплатить за тот газ, который Россия поставляет вам вот так вот через турецкий поток, через Венгрию, вокруг, потому что Украина отказалась быть транзитером российского газа. Вот, собственно, давайте скорее уже сдавайтесь, соглашайтесь на наши условия, и тогда у вас все будет. Ну, по поводу «все будет» тоже большой вопрос. Собственно, Приднестровье закупает газ не по европейским ценам, ну, а, собственно, Молдавия покупает его уже по европейским. Ну, конечно, сейчас цена на газ несколько приупала, она доходит до 300 с лишним долларов за 1000 кубометров. Это, конечно, не 3000 долларов за 1000 кубов, что было в 2022 году, но, тем не менее, стоимость газа так или иначе постепенно растет. Растет она и для Молдавии, и, соответственно, для Приднестровья тоже. Поэтому, конечно, в республике достаточно печальная ситуация. Пока как бы удается держаться за счет вот этих поставок на российские деньги российского газа через Венгрию. Ну, что же будет дальше, пока сказать трудно. Ну, наверное, в том числе все это будет очень сильно зависеть от дальнейшего развития событий на Украине, потому что, ну, конечно, перспективы развитие СВО, в том числе на территории Одесской области, позволят, возможно, пробить какой-то коридор к Приднестровью и наладить поставки газа в сторону республики. Ну, собственно, наверное, тогда будет речь идти не только о поставках газа, а в принципе о каком-то более серьезном взаимодействии с непризнанной республикой. А в целом, как ситуация с газом в Европе, потому что разговоры разные ходят. Ну вот Венгрия, например, СПГ из США скоро начнет приобретать. Доля российского газа постепенно все сокращается и сокращается, хотя у некоторых она все равно решающий фактор имеет. Как у них там все стабильно, хорошо, цена же упала, значит кризис кончился. В принципе, можно сказать, наверное, стабильно хорошо, потому что Европа четко придерживается курса на отказ от российских поставок газа. Венгрия четко придерживается позиции по поводу того, что она обратится в суд в том случае, если ей запретят покупать российский газ, потому что для Венгрии, собственно, это единственная возможность его получать. Это вот через Турцию, через турецкий поток российский газ. Хотя вот действительно Венгрия подписала контракт на такие тестовые поставки американского СПГ. Я так понимаю, это просто некий реверанс в сторону Трампа, попытки диверсификации. Ну, объемы не слишком большие, но тем не менее это скорее, наверное, политическая, чем экономическая закупка, потому что в любом случае, ну, трудно сравнивать газ, поступающий по трубе из России, ну, я имею в виду с точки зрения расстояния, пусть даже через Турцию, и американский СПГ, который, в принципе, дороже в производстве, чем трубный газ. Ну и плюс ко всему логистика через Атлантику – это достаточно дорого. Поэтому в любом случае этот газ обойдется Венгрии дороже, чем российский. А в принципе, ну, Европа сокращает потребление газа, причем это такой более-менее объективный процесс. И дело тут не только в возобновляемых источниках энергии, а скорее в том, что в Европе начинает медленно угасать промышленность. Соответственно, снижается потребление газа в промышленности, снижается потребление газа в электроэнергетике, для производства энергии, для той же промышленности. Ну, начинают закрываться какие-то энергоемкие предприятия, они начинают менять свои юрисдикции, переезжая туда, где энергия дешевле, например, в Азию или в США. Вот, кстати, буквально на днях закрылся завод Volkswagen в Дрездене. Ну, а до этого закрылся еще целый ряд предприятий. В частности, начали закрываться заводы по производству удобрений, потому что многие удобрения производятся с использованием газа. То есть, собственно, ну вот как бы из этих вот
цепочек углеводородных производит удобрения. Соответственно, заводы начали закрываться, но, тем не менее, удобрения надо где-то закупать, поэтому начали закупать российские удобрения. Вот такие вот парадоксы зачастую происходят. Является ли это разумным? Ну, со стороны выглядит не очень. Является ли это перспективным? Ну, смотря какую финальную цель ставить. Если на зло своей экономики, промышленности отказаться от политически невыверенного российского газа, то да, тогда все правильно. Но другое дело, что, насколько я помню, Германия, которая всегда была локомотивом европейской экономики, сейчас таковым быть перестает. ВВП страны перешел к росту там, в десятые доли процента, стоимость электроэнергии растет, промышленное производство сокращается, причем какими-то очень быстрыми темпами. Ну, собственно, вот примерно такая ситуация с газом, в частности, и с промышленностью в целом в развитой Европе. Что получается, вот раньше говорили то, что Европа рынок потребителя, это самый лучший рынок, самый дорогой рынок, и все туда будут стремиться. А вот действительно туда все стремятся, потому что у Соединенных Штатов, у арабских стран уже есть вопросы по поставкам туда. И с чем они связаны? Наверное, Европа действительно будет становиться рынком потребителя, прежде всего в том, что касается каких-то вещей промышленного назначения и промышленных товаров. Потому что раньше Европа была очень крупным экспортером в части промышленного производства и продуктов этого промышленного производства. Теперь, соответственно, поскольку промышленное производство сокращается, то и объемы экспорта промышленного производства также сокращаются. Соответственно, вот это вот образующееся пустое место на мировых рынках занимается другими странами, в частности, например, Китаем, ну или США. Ну, больше Китаем, потому что темпы развития Китая, конечно, достаточно высоки, и с точки зрения освоения новых рынков Китай крайне агрессивен. Но плюс ко всему еще и Китай начинает активно осваивать европейский рынок, зачастую заменяя исконно европейские товары своими. Ну, возьмем ту же самую автомобильную отрасль, например, китайский БАИК очень сильно подвинул на европейском рынке те же самые Mercedes и Volkswagen. Это данность, с которой, в общем, надо считаться, и тенденция, видимо, продолжится. Что касается российского газа, то по поводу трубопроводного газа, в принципе, уже в целом все понятно. Что же касается СПГ, то пока он попадает в Европу различными путями, в принципе, доля его на европейском рынке, ну, не так уж и мала. Есть страны, где Россия там, делит первое, второе место с США в поставках СПГ. Ну, я думаю, что борьба с российским СПГ продолжится. А что касается того, куда он денется, у нас есть восточное направление, как это не банально звучит, но в данном случае мы говорим, наверное, прежде всего не о Китае, а о других странах Юго-Восточной Азии, которые развиваются, и их экономика требует увеличения объемов поставок газа. Я надеюсь на то, что, в принципе, дальнейшее развитие Севморпутей позволит нам наладить поставки по этому маршруту. Собственно, это то направление, которое прежде всего находится под российским контролем. Соответственно, там нет ни йеменских хуситов, ни малайских пиратов, ни проходов через проливы, которые контролируются не нашими юрисдикциями, а недружественными странами. Поэтому, скорее всего, да, путь в Юго-Восточную Азию. Видимо, там и будут наши перспективные рынки, за которые в то же время придется активно побиться, потому что с точки зрения логистики Катар и Австралия с нами там очень эффективно соперничают.
Владимир, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал Нефти Капитал. Рекомендуем. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей поддержке на спонсор.ру. Спасибо, до новых встреч.